Что если я скажу вам, что самые необъяснимые события в истории человечества произошли не в древних пирамидах и не в глубинах океана, а прямо сейчас, в местах, куда ученые летят с готовыми ответами, а возвращаются с пустыми руками? В Антарктиде под толщей льда зафиксировали радиосигнал, который не могло издать ни одно известное природное явление, а норвежские геологи в 2014-м обнаружили под шельфом тепловую аномалию размером с небольшой город, без вулканической активности в радиусе сотен километров. И это только начало списка. Звук получил официальное обозначение «блуп». И именно с этого момента у специалистов закончились готовые объяснения. Первое, что исключили — подводные землетрясения. 10 мая 2016 акустические датчики Национального управления океанических и атмосферных исследований зафиксировали звук, который длился 18 секунд и был слышен одновременно на 3 станциях мониторинга, разнесенных на тысячи километров друг от друга. У сейсмической активности есть характерный спектр частот, и блуп в него не укладывался. Ни одна из известных конструкций подводных лодок не способна производить звук такой мощный. Третье — промышленный источник. Второе, что исключили — военные субмарины. Ближайшая буровая платформа находилась на расстоянии, при котором ее шум физически не мог достичь всех 3 датчиков с такой амплитудой. Звук был настолько мощным, что его теоретический источник должен был превосходить по размерам синего кита, самое крупное животное на планете, в десятки раз. Они установили точку происхождения звука — район антарктического шельфа у побережья земли Адель. Через 15 лет после первой фиксации группа исследователей из Калифорнийского университета провела повторный анализ записи с использованием современного программного обеспечения. Когда туда направили подводный зонд, на дне обнаружили только ровный осадочный слой без каких-либо следов недавней активности. Никаких трещин, никаких термальных выбросов, никаких биологических скоплений. Официальная версия, которую приняло научное сообщество в 2015-м — откол и разрушение крупного ледника. Но у этой версии есть конкретная проблема. Звук ледникового разрушения имеет нарастающий характер. Он начинается с треска и усиливается. Блуп возник мгновенно, на максимальной амплитуде, и также мгновенно прекратил. Ни один зафиксированный случай ледникового разрушения не дал похожей акустической картины. Это не единственный необъяснимый звук в истории акустического мониторинга океана. В 1997 году датчики той же системы поймали то, что аналитики назвали поезд. Ритмичный низкочастотный импульс, повторявшийся с интервалом примерно в 1 минуту на протяжении нескольких часов подряд. Источник так и не был установлен. В 1999-м зафиксировали медленный разговор, серию звуков с паузами между ними, которые по своей структуре напоминали коммуникационные сигналы китов, но на частотах, недоступных ни одному известному виду морских млекопитающих. Что объединяет все эти случаи? Каждый раз точка происхождения звука указывала в один и тот же регион. Глубоководные зоны южной части Тихого океана и Антарктический шельф. Акустик Кристофер Фокс, руководивший программой мониторинга в момент записи блупа, в интервью 2002 года сказал прямо: «Мы не знаем, что это было. Мы знаем только, где это было, и знаем, что это не соответствует ни одному источнику из нашего каталога». После этого интервью официальных комментариев от него больше не поступало. Она охватывает большую часть Тихого и Атлантического океанов и способна улавливать звуки на расстоянии до 5000 километров от источника. Система гидрофонов, зафиксировавшая блуп, изначально создавалась в период Холодной войны для отслеживания советских подводных лодок. За десятилетия работы она накопила каталог из сотен тысяч звуков, и для большинства из них есть объяснение. Для блупа нет. 11 ноября 2018 в 7 часов утра по всемирному координированному времени сейсмографы на всех континентах одновременно зафиксировали колебания. Не толчок, не серию ударов, а ровный монотонный гул, который длился 20 минут без изменения частоты и амплитуды. Сейсмические станции в Чили, Канаде, Новой Зеландии, Замбии и Франции записали идентичную картину. Специалисты геологической службы США опубликовали данные в открытом доступе с единственным комментарием: источник не установлен. Любое известное сейсмическое событие оставляет характерную подпись. По этой подписи геологи определяют местоположение источника с точностью до нескольких километров. Сигнал 11 ноября не имел первичных волн вообще. Землетрясение начинается с первичных продольных волн, затем следуют поперечные, затем поверхностные, и каждый тип волн приходит с определенным временным интервалом, зависящим от расстояния до эпицентра. Только поверхностные, ровные, одночастотные, с периодом около 17 секунд. Такой тип колебаний в научной литературе называется монохроматическим сейсмическим сигналом. Он встречается в природе в одном единственном случае: при извержении вулкана, когда магма движется через узкий канал и создает резонанс. Ближайший активный вулкан к предполагаемому источнику сигнала находился на острове Майотта у восточного побережья Африки. Но вулканической активности там не фиксировали до этого дня. Когда французские геологи добрались до Майотты и установили дополнительные датчики, картина стала еще более странной. Остров за предшествующие месяцы сместился на 7 сантиметров к востоку и опустился на 13 сантиметров. Под морским дном на глубине 3,5 километров формировалась полость.
огромная, размером с небольшой город. Магма уходила куда-то вглубь, освобождая пространство, и земная кора буквально проседала над образующейся пустотой. В марте 2019-го исследовательское судно установило, что на морском дне в 50 километрах от острова появился новый вулканический конус высотой 800 метров. Он вырос за несколько месяцев. Срок, за который вулканические структуры в норме не формируют. Это объяснило смещение острова и проседание грунта. Но не объяснило главного, почему сигнал 11 ноября распространился по всему земному шару с одинаковой амплитудой, тогда как любой локальный источник дает затухающий сигнал по мере удаления. Сейсмолог Хелен Амстердам из Парижского института физики Земли провела анализ данных и установила, что сигнал распространялся не от точки к периферии, а возникал практически одновременно на всех станциях с минимальным временным сдвигом. Это физически невозможно для любого поверхностного или приповерхностного источника. Скорость распространения сейсмических волн через земную кору просто не позволяет достичь всех точек планеты за такое время. Одна из рабочих гипотез, которую обсуждали в закрытых научных кругах — резонанс земного ядра. Если внешнее жидкое ядро планеты по какой-то причине начинает колебаться как единое целое, оно теоретически способно создать синхронный сигнал на всей поверхности. Но механизм, который мог бы запустить такое колебание, неизвестен. И ни один из существующих инструментов не позволяет заглянуть достаточно глубоко, чтобы проверить эту версию напрямую. Официальное объяснение, принятое большинством геологов, это подводное вулканическое событие у Майотты. Оно объясняет смещение острова, образование нового конуса и частично характер сигнала. Но вопрос о синхронности так и остался без ответа в опубликованных работах. Земля в тот день сделала что-то, чего не делала ни разу за все время инструментальных наблюдений, и никто не может сказать точно почему. 23 января 2020-го жители японского города Осака сфотографировали небо красного цвета. Ни закатного, ни розового, насыщенного багрового, которое держалось больше 3 часов в ночное время без какого-либо видимого источника света внизу. Снимки разлетелись по социальным сетям за несколько минут, и метеорологическая служба Японии получила больше 2000 обращений за одну ночь. Официальный ответ пришел на следующий день. Рассеивание света от городской подсветки в условиях высокой влажности. Проблема в том, что в ту ночь уровень влажности в Осаке был стандартным для января, а городская подсветка не менялась. Красное небо. Явление известно. Оно возникает при лесных пожарах, когда дым рассеивает синюю часть спектра и пропускает красную. Возникает при высоком содержании пыли в атмосфере. Возникает на закате, когда солнечный свет проходит через максимальную толщу атмосферы. Ни одно из этих условий в Осаке той ночью не выполнялось. Пожаров в радиусе 1000 километров не было, уровень частиц в воздухе был в норме, солнце находилось глубоко под горизонтом. Японский случай не единственный. В июле 2019-го небо над китайским городом Чжоушань стало ярко-красным за несколько минут среди дня. Китайское метеорологическое управление объяснило явление рефракции света в условиях приближающегося шторма и высокой концентрации водяного пара. Независимые атмосферные физики из Пекинского университета проверили данные метеостанций за тот день и не нашли аномальных показателей влажности или давления, которые могли бы создать описанный эффект. Но самый документально подтвержденный случай произошел не в Азии. 5 сентября 2020-го небо над Сан-Франциско стало оранжевым, настолько насыщенным, что уличные фонари включились автоматически в 11 утра, приняв день завтра. Этот случай имеет объяснение. Дым от масштабных лесных пожаров в Калифорнии и Орегоне поднялся на высоту, при которой отфильтровал весь синий и зеленый свет. Датчики качества воздуха зашкаливали. Это задокументировано, измерено и воспроизведено в лабораторных условиях. Калифорнийский случай объясняется. Японский и китайский нет. И именно это делает их интересными для атмосферных физиков. Два события с визуально идентичным результатом, но без идентифицированного источника. В 2021 году норвежский физик Николас Эйнстад опубликовал в журнале «Атмосферные исследования» работу, в которой предложил альтернативную гипотезу для необъясненных случаев покраснения неба. Он проанализировал 12 задокументированных эпизодов за последние 30 лет, для которых стандартные объяснения не работали, и обнаружил корреляцию с геомагнитной активностью. В 10 из 12 случаев за 24-48 часов до появления красного неба фиксировались незначительные, но измеримые всплески геомагнитного поля в диапазоне, не достигающем порога официальных предупреждений о геомагнитных бурях. Механизм, который Эйнстад предложил. Заряженные частицы солнечного ветра при определенных условиях взаимодействуют с молекулами кислорода в нижних слоях атмосферы иначе, чем при классических полярных сияниях, создавая широкополосное свечение на низких широтах без характерной структуры авроры. Гипотеза не была ни принята, ни опровергнута. Редакция журнала опубликовала ее с пометкой «Требует дальнейшей проверки». И с тех пор ни одна исследовательская группа не взялась за ее верификацию. Осака находится на широте 34 градуса северной широты. Чжоушань.
на 29. Полярные сияния на таких широтах возможны только при экстремальных геомагнитных бурях, которые случаются раз в десятилетие и сопровождаются отключением спутников и перебоями в электросетях. В ту январскую ночь в Осаке ничего подобного не происходило. Небо просто стало красным и осталось таким на 3 часа, пока не вернулось к обычному темному цвету ночного города. 15 августа 1977-го аспирант университета Огайо Джерри Эман сидел за распечатками данных радиотелескопа «Большое ухо» и делал то, что делал каждую неделю. Просматривал колонки цифр и букв в поисках аномалий. Система записывала интенсивность радиосигналов в буквенно-цифровом коде. Цифра 1 означала минимальный уровень, буква У. Максимальный из предусмотренных шкалой. Что если все эти необъяснимые звуки и странные явления — это просто крики нейросетей, которым не хватает внимания? Загляните на наш сайт playprofit.com, где собраны все популярные нейросети по одной подписке. И не забудьте, что по ссылке в описании вас ждет бонус. 500 токенов. Большинство строк выглядели как 1 или 1 Одна строка выглядела как 6EQU5. Эман обвел ее красным маркером и написал рядом одно слово. Вау. Сигнал длился ровно 72 секунды. Именно столько, сколько участок неба находится в поле зрения телескопа при его стандартном вращении. Это означало, что источник был внешним и неподвижным относительно звезд. Частота сигнала составляла 1420 МГц. Так называемая водородная линия, которую ученые в рамках программы поиска внеземного разума обозначили как наиболее вероятную для межзвездной коммуникации, поскольку водород — самый распространенный элемент во Вселенной, и любая технологически развитая цивилизация должна знать эту частоту. Сигнал больше не повторил. Телескоп наводили на тот же участок неба более 100 раз на протяжении следующих 3 лет. Тишина. В 2012-м астроном Антонио Перес выдвинул гипотезу. Сигнал мог исходить от кометы, проходившей через этот участок неба в 77-м. Кометы выделяют водород из своих хвостов, что теоретически могло создать радиоизлучение на нужной частоте. Он указал на 2 кометы — 266-19 и 338-19, как на возможные источники. В 2017-м Перес опубликовал результаты наблюдений за другими кометами на водородной линии и заявил, что гипотеза подтверждена. Научное сообщество не согласилось. Сет Шостак из Института поиска внеземного разума и несколько независимых радиоастрономов указали на конкретные проблемы. Кометы 1977 года не находились в нужном секторе неба в момент записи сигнала, а интенсивность водородного излучения от кометного хвоста на таком расстоянии была бы на несколько порядков ниже зафиксированной амплитуды. Кроме того, телескоп «Большое ухо» имел 2 рупорных приемника, разнесенных по времени наблюдения. Если бы источник был протяженным, как кометный хвост, оба приемника зафиксировали бы сигнал. Зафиксировал только один. В 2022-м группа исследователей из Калифорнийского технологического института провела ретроспективный анализ архивных астрономических каталогов 1977 года и установила: в секторе неба, откуда пришел сигнал, не было зафиксировано ни одного известного объекта. Ни звезды, ни галактики, ни туманности, достаточно мощных для создания такого радиоизлучения естественным путем. Сектор находился в созвездии Стрельца, в направлении галактического центра, на расстоянии предположительно нескольких тысяч световых лет. Джерри Эман до последних лет жизни настаивал на том, что не знает, что это было. Не утверждал внеземное происхождение, просто констатировал факт. За 40 с лишним лет ни одно из предложенных объяснений не выдержало полной проверки. Сигнал соответствовал всем параметрам, которые ученые сами установили как критерии для потенциально искусственного радиоизлучения из космоса. Правильная частота, правильная поляризация, правильная продолжительность, правильное поведение при движении телескопа. И он пришел ровно один раз. Программа «Большое ухо» была закрыта в 88-м. Университет продал территорию под поле для гольфа. Телескоп снесли. Оригинальная распечатка с красной пометкой хранится в архиве университета Огайо. Сигнал в каталогах обозначается как «Вау-сигнал» по той самой надписи красным маркером. Официальный статус в научной литературе. Происхождение не установлено. 2 февраля 1959 года на склоне горы Халачахаль на Северном Урале поисковая группа нашла разрезанную изнутри палатку. 9 опытных туристов из Уральского политехнического института вышли из нее в одном нижнем белье при минус 30 и побежали в лес. Все 9 погибли. Это факты, которые не оспаривает никто. Все остальное — предмет споров, которые не закрыты по сей день. Первых 5 нашли в течение нескольких недель. Они замерзли. Официальная причина смерти понятна. Но 4 из них были без обуви на снегу, а 1 был в одном ботинке. Они двигались от палатки к лесу организованно, не в панике. Следы показывали ровный шаг, не бег. Что-то заставило их выйти и идти, но не бежать.
Последних 4 нашли только в мае, когда сошел снег. Они лежали во враге под 4 метрами снега. И вот здесь начинается то, для чего у советских следователей не нашлось объяснения. У Людмилы Дубининой и Семена Золотарева были переломы ребер. Множественные, симметричные, с обеих сторон грудной клетки. Судмедэксперт Борис Возрожденный написал в заключении, что такие травмы характерны для автомобильной аварии на высокой скорости или для направленной ударной волны. Внешних повреждений на телах не было. Кожа цела, синяков нет. Сила, сломавшая ребра, пришла изнутри или была равномерно распределена по всей поверхности тела. У Дубининой отсутствовали язык, глаза и часть губ. Следователи зафиксировали это как следствие разложения в талой воде. Судмедэксперты, изучавшие дело десятилетия спустя, указали, что характер повреждений не соответствует процессу разложения. Ткани были удалены, а не разрушены. Уровень радиации на одежде 3 из последней 4 превышал норму. Не критично, но измерим. Источник не установлен. Советское следствие закрыло дело в мае 59-го с формулировкой «стихийная сила», преодолеть которую туристы были не в состоянии. Эта формулировка не является юридическим или научным термином. Она означает только одно: следствие не знало причины и написало это максимально нейтральным языком. В 2019-м российская прокуратура повторно открыла дело и провела новое расследование с привлечением современных криминалистических методов. В 2020-м был объявлен официальный вывод: группу убила лавина. Следователи построили компьютерную модель, показавшую, что небольшая снежная плита могла сойти на палатку ночью, вынудить туристов разрезать ее изнутри и выйти, а переломы ребер объяснялись давлением снежной массы. Криминалисты и независимые эксперты, изучавшие дело, указали на несколько конкретных проблем с этой версией. Первое. Склон в месте установки палатки имел уклон около 23 градусов, ниже порога, при котором лавины сходят самопроизвольно. Второе. Ни один из первых 5, найденных на открытом склоне, не имел травм от удара снежной массы. Третье. Следы от палатки до леса сохранились в снегу нетронутыми. Лавина, прошедшая по этому участку, уничтожила бы их. Четвертое. Источник радиационного загрязнения одежды лавинная версия не объясняет вообще. Александр Колеватов, один из погибших, незадолго до похода работал в закрытом ядерном институте в Москве. Это документальный факт, установленный из рассекреченных архивов в 2015. Характер его работы там до сих пор засекречен. 9 человек вышли из палатки в мороз без одежды и умерли. Часть из них получила травмы, несовместимые с известными условиями на месте гибели. Дело закрыто дважды. В 59-м и в 20-м. Оба раза без ответа на вопрос о переломах ребер и радиации. В мае 2007-го чилийские рейнджеры патрулировали национальный парк Бернардо-О'Хиггинс на юге Патагонии и обнаружили то, чего не могло быть по определению. Сухое дно там, где 3 месяца назад было озеро. Не обмелевшее, не уменьшившееся, полностью пустое. Озеро Умагуалла площадью около 30 тысяч квадратных метров и глубиной до 3 десятков метров исчезло между мартом и маем. На дне лежали рыбы, мертвые, высохшие. Остались водоросли, ил, камни. Воды не было. Гидрологи из Чилийского университета прибыли на место через 2 недели. Первое, что они зафиксировали: на месте озера образовался кратер диаметром около 30 метров в центре бывшего дна. Края кратера были ровными, как будто материал был удален, а не обрушился. Вокруг кратера характерные трещины в скальном основании, расходящиеся радиально. Стандартная гипотеза для исчезающих озер — карстовый провал. Карст — это растворение известняковых пород подземными водами, в результате чего образуются полости, и дно озера может внезапно обрушиться в эту полость, унося воду вниз. Геологи немедленно проверили состав пород в районе Умагуалы. Порода оказалась гранитной. Гранит не образует карстовых полостей. Он не растворяется водой. Вторая гипотеза — сейсмическая активность. Землетрясение могло открыть трещину в дне, через которую ушла вода. Сейсмические записи за март и апрель 2007-го для этого района показали несколько незначительных толчков магнитудой до 2,5. Уровень, при котором трещины в граните достаточного размера, не образуют. Третья гипотеза, которую предложила группа из Сантьяго — ледниковое воздействие. Парк Бернардо-О'Хиггинс находится в зоне активного оледенения. Ближайший ледник — Хорхе-Монт отступает со скоростью нескольких сотен метров в год. Гипотеза предполагала, что таяние подледниковых масс могло изменить дренажную систему и создать новый подземный сток. Но расстояние между озером и ближайшим ледниковым телом составляло несколько километров по скальному основанию без известных подземных каналов. Когда геологи спустились в кратер и взяли образцы породы, они обнаружили следы термического воздействия на поверхности камней. Не от огня, а от резкого перепада давления. Такой эффект наблюдается при кавитации, явлении, при котором быстро движущаяся жидкость создает зоны низкого давления с последующим схлопыванием пузырьков пара. Кавитация способна буквально выгрызать куски металла в промышленных насосах. В природных условиях она возникает в водопадах и при движении воды через узкие каналы на высокой скорости. Что именно создало кавитационный эффект на дне стоячего горного озера, ответа нет. Спутниковые снимки района за период с января по май 2007 показали постепенное изменение цвета воды в озере. От обычного синего к зеленоватому, затем к мутно-серому. Это указывало на изменение химического состава
состава или взмучивание донных отложений. Процесс шел несколько месяцев до исчезновения. Озеро не ушло внезапно за одну ночь. Оно менялось. Но механизм, запустивший эти изменения, остался неустановленным. К августу 2007 в котловине начала скапливаться дождевая вода. Озеро начало медленно возвращаться. К 2010-му оно восстановилось примерно до трети прежнего объема. Кратер в центре дна при этом никуда не исчез. Он просто оказался под водой снова. Водолазное обследование в 2012-м показало, что кратер остается открытым и уходит вниз на глубину, которую не удалось измерить доступным оборудованием. Вода в него не уходит, давление снаружи больше давления внутри. Но куда уходит канал? Неизвестно. Официальное заключение Чилийской геологической службы — нетипичный гидрологический сброс вследствие совокупности сейсмических и ледниковых факторов. В заключении отдельно указано, что ни один из этих факторов в отдельности не является достаточным для объяснения наблюдаемого явления. Утром 19 января 2008-го егерь заповедника Джим Корбетт в индийском штате Уттараханд обнаружил на берегу реки Рамганга цепочку следов тигра, обрывавшуюся посреди открытого песчаного пляжа. Ни у воды, ни у кустов, ни у скального выступа. На ровном открытом песке шириной около 40 метров. Следы шли от леса, четко отпечатывались на влажном песке через каждые 1,5 метра и просто заканчивались. Следующего отпечатка не было. Егерь Раджеш Кумар сфотографировал следы и вызвал коллег. Осмотр занял несколько часов. Следы проверили на предмет прыжка. При прыжке тигра на песке остаются характерные углубления от задних лап с выбросом грунта назад. Последний след был обычным шаговым, без признаков прыжка. Проверили воздушные следы. Не было потревоженных ветвей или примятой растительности в радиусе видимости. Река в том месте мелкая, прозрачная. Дно просматривается, и следов на дне не было. Это было бы курьезным случаем для местной хроники, если бы не повторилось. Через 3 недели, 11 февраля, в 12 километрах от первого места, другой сотрудник заповедника нашел идентичную картину. Снова следы тигра. Снова обрыв на открытом месте. Снова отсутствие признаков прыжка или смены направления. На этот раз следы сфотографировали, промерили и составили подробный протокол. Глубина отпечатков соответствовала весу взрослого бенгальского тигра. От 150 до 200 килограммов. Расстояние между следами — стандартный шаг, не бег. Зоологи из Дехрадунского института дикой природы изучили оба случая и предложили объяснение. Тигр мог пройти по собственным следам в обратном направлении с точностью, достаточной для того, чтобы не оставить новых отпечатков, а затем прыгнуть в сторону с твердого основания. Тигры действительно способны ходить след в след. Это охотничий инстинкт, позволяющий скрывать свое присутствие. Но для реализации этой версии животное должно было пройти 40 метров строго по собственным следам без единого отклонения, а затем прыгнуть минимум на 6-8 метров в сторону на твердый грунт, не оставив следов приземления. Максимальная зафиксированная длина прыжка тигра — около 10 метров при разгоне. Прыжок с места на 6 метров находится на пределе физических возможностей вида. В марте того же года случай получил неожиданное продолжение. Лесник Викрам Сингх, патрулировавший северный участок заповедника, услышал характерный рев тигра в густом подлеске и пошел на звук. Через 15 минут он вышел на небольшую поляну и увидел следы. Свежие, не старше нескольких минут, уходящие в кусты. Он остановился и ждал. Рев повторился совсем близко, в тех же кустах. Сингх не двигался еще 20 минут. Затем обошел кустарник по периметру. Следы входили в него с одной стороны и не выходили ни с какой другой. Кустарник был плотным, но не непроходимым. Взрослый человек мог бы раздвинуть ветви и пройти насквозь. Тигр весом в 200 килограммов оставил бы явные следы продавленных ветвей и примятой растительности. Сингх записал показания в тот же день. Его рапорт хранится в архиве заповедника. Wildlife Institute of India не выпустил официального заключения по этим случаям. Внутренний документ, копию которого получил индийский журналист Суреш Патхак в 2011-м через запрос о доступе к информации, содержал единственную строку резюме. Наблюдаемые следовые паттерны не соответствуют известным поведенческим моделям вида пантера Tigris tigris. Дополнительное исследование не проводилось в связи с отсутствием повторных случаев. Повторных случаев в заповеднике Джим Корбетт действительно больше не фиксировали. Зато в 2014-м идентичный случай. Следы крупной кошки, обрывающиеся на открытом месте, задокументировали в национальном парке Казиранга в Ассаме. А в 2017-м в заповеднике Сундарбан на границе Индии и Бангладеш. В обоих случаях официальных заключений не последовало. В сентябре 2004-го атомные часы на борту исследовательского самолета НАСА, выполнявшего плановый полет над Антарктидой, показали время на 27 минут раньше, чем наземные синхронизированные часы на станции МакМёрдо. Экипаж зафиксировал расхождение, перезагрузил бортовую систему и вернулся на базу. Отчет об инциденте был подан в стандартном порядке и осел в архиве без дальнейшего рассмотрения. Атомные часы не сбиваются. Это не метафора и не преувеличение. Это техническая характеристика. Погрешность атомных часов составляет 1 секунду за 300 миллионов лет. Случайный сбой на 27
27 минут физически невозможен без внешнего воздействия на сам ход времени в точке измерения. Этот случай стал известен широкой аудитории только в 2016-м, когда бывший сотрудник НАСА Линда Мулдон опубликовала мемуары, в которых упомянула инцидент как один из нескольких необъясненных случаев, с которыми она столкнулась за карьеру. НАСА не подтвердила и не опровергла факт инцидента. Пресс-служба ответила стандартной формулировкой об отсутствии возможности комментировать частные публикации. Физик Митио Каку в лекции 2018 года упомянул антарктические временные аномалии в контексте теории кротовых нор, гипотетических туннелей в пространстве времени, предсказанных общей теорией относительности. По его словам, если такой туннель существует и имеет достаточно малый масштаб, объект, проходящий через зону его влияния, может испытать локальное замедление или ускорение времени без каких-либо ощущаемых физических эффектов. Каку не утверждал, что это произошло над Антарктидой, он привел случай как пример того, как выглядело бы такое событие, если бы оно случилось. Совпадение или нет, но именно в Антарктиде в 2006 году зонды, запущенные в рамках эксперимента по изучению космических лучей, зафиксировали частицы, летящие снизу вверх из Земли в небо. Частицы высоких энергий движутся от источника к наблюдателю, и если они летят из Земли, значит они прошли сквозь всю планету. Нейтрино способны на это, они практически не взаимодействуют с веществом. Но зафиксированные частицы имели энергию, при которой нейтрино должны были взаимодействовать с земным веществом и поглощаться задолго до выхода на другой стороне. Физики из Антарктической нейтринной обсерватории опубликовали данные в 2018-м. С заключением, наблюдаемые частицы не соответствуют ни одной известной частице из стандартной модели физики. Одна из рабочих гипотез — существование зеркальной вселенной с обратным направлением времени, в которой частицы движутся из нашего будущего в наше прошлое и изредка пересекают границу между двумя пространствами. Эта гипотеза опубликована не в желтой прессе. Она вышла в рецензируемом журнале «Анналы физики» в 2019-м за авторством группы из Колумбийского университета. Теперь вернемся к вопросу, с которого начали. Что объединяет все 10 случаев из этого списка? Звук без источника в океане, синхронный гул земной коры, красное небо без причины, сигнал с водородной частоты из пустого сектора космоса, 9 человек с необъяснимыми травмами на Уральском склоне, исчезнувшее озеро с кратером в граните, следы тигра, обрывающиеся на открытом месте, и часы, показывающие прошлое над антарктическим льдом, ни один из них не был опровергнут. Для каждого предложенное объяснение: лавина, рефракция, кометный хвост, карстовый провал, поведенческая особенность вида, технический сбой. И для каждого объяснения существуют конкретные измеренные данные, которые в него не укладываются. Ни домыслы, ни свидетельские показания, цифры с датчиков, снимки, протоколы вскрытий, спектральный анализ. Наука работает с тем, что можно измерить и воспроизвести. Все эти события были измерены. Ни одно не было воспроизведено. И именно поэтому они остаются в архивах с пометками «Источник не установлен», «Дополнительное исследование не проводилось». Требует дальнейшей проверки, формулировками которые на научном языке означают одно: мы зафиксировали то, чего не должно было быть, и не знаем, что с этим делать. Атомные часы над Антарктидой показали время на 27 минут раньше. Где было те 27 минут, никто не ответил.